В своих старых видео я рассказывал вам некоторые странности в добыче бурого угля. Например, мой дед был шахтером, до войны работал на шахте и добывал официальный бурый уголь, который куда-то увозили по узкоколейке, а когда выписывали тот же самый бурый уголь для отопления дома, то его привозили на полуторки из совсем другого места. Так вот, я предположил, что бурым углем называли на самом деле железную руду, ведь бурый – это оттенок красного. Как раз такой оттенок имеют соединения железа, а уголь, который используют как топливо, имеет серый цвет. Возможно, в одной шахте добывали одновременно и уголь, и руду, после чего сырье разделяли и использовали по назначению. Возможно, были шахты, добывающие только руду и только уголь. Показываю шлак, которым была утеплена крыша одного из зданий Народного технопарка. Так вот, в этом шлаке было довольно существенное содержание железной руды. Собирал я не все куски и с легкостью набрал 2 ведра. Если бы собирал все подряд, то набрал бы ведер 20-30. То есть в официальном буром угле, который сжигали в котельной, была железная руда. В настоящее время добыча подземным способом прекращена. От добычи бурого угля или руды остались терриконы пустой породы. Эту бесплатную пустую породу пытались использовать в народном хозяйстве как добавку в бетон, добавку в шлакоблоки, в брусчатку, но это настолько слабое вещество, что от его использования отказались. Мне рассказывали следующую историю. В лихие 90-е некие коммерсанты придумали продать терриконы китайцам. Быть может, предприимчивые рисовые братья что-то придумают дельное из этой пустой и никому не нужной породы. Подробностей этой сделки я не знаю, заинтересовались ли китайцы этими терриконами или нет, но китайцы отказались по очень странной причине. В терриконах оказалась радиация. Потом второй человек мне рассказал, что порода в терриконах фонит. Но какое же было мое удивление, когда я узнал, что некоторые терриконы накрыли саркофагом из глины и проложили бетонные желобы для стока воды, чтобы глину не размывало. Я взял дозиметр и стал перепроверять. В поле или помещении дозиметр показывает обычно 8 микрозивертов. Я поехал проверять обычный террикон, который еще не накрыли глиной. Очень слабо фонят куски слоистого угля. Максимум, что я намерил, 20 микрозивертов. Причем, если поднять прибор, то радиация становится 8 микрозивертов. Другие камни и порода показывали 12-17 микрозивертов. То есть порода в терриконах действительно очень слабо фонит. 20 микрозивертов – это, если что, норма. После я поехал на терриконы, накрытые глиной. Интересно, что глиняный вал начинается практически у дороги, и как будто глиной засыпано все прилегающее поле. Террикон, накрытый глиной, представляет собой, конечно, интересное зрелище. Его немного разровняли, чтобы глина не спадала. Накрыт он, как положено, с геотекстилем, с георешеткой, или как она правильно называется. Замеры на терриконе показали 12-15 микрозивертов. В трещинах лотков тоже все в норме. Рядом с терриконами есть участки, где открыто лежит пустая порода. Ее там мало, и там, как правило, местные устраивают свалки. Там я намерил максимум 22 микрозиверта, а возле муравейника 21. Предупредительных табличек рядом с терриконами нет. Что за глиняные саркофаги, когда и зачем их сделали, я не нашел информацию в открытых источниках. Судя по состоянию бетона, работы были проведены не так давно, лет 15 назад максимум. Итак, откуда же там радиация? Помните, антропогенез рисовал веселые картинки культурного слоя? Давайте и я нарисую свои картинки. Когда-то уровень Земли был меньше, чем сейчас. Он был не выше самого верхнего слоя бурого угля. Вообще бурый уголь по своему строению напоминает спрессованный торф. То есть на этих местах были болота или низины, куда потопом смыло торф с других мест. Вот, кстати, фотография отпечатка листа в слоях торфа. Он, на удивление, сохранил зеленый оттенок. Официально бурый уголь образовался около 50 миллионов лет назад.
Но я думаю, куда меньше, так как за 50 миллионов лет зеленый хлорофилл уже давно разложился бы. Аналогичный зеленый отпечаток был найден в угольном карьере близ города Шахты Ростовской области. Кто автор данного открытия, я не помню, напишите, кто знает. Автор еще закусился с вольнодумцем по этой теме. Так вот, продолжаем рисовать веселые картинки. Было болото или низина. Там был торф, или его туда принесло, далее выпадает сера из вулканов, то есть начали массово извергаться вулканы. Также в этот слой попадают или руда, или металлические предметы в огромном количестве. А затем эти болота накрывают толстым слоем ила, песка, глины и других осадочных пород. С точки зрения геологии, руде в данной местности взяться просто неоткуда, так как руда является продуктом магматического извержения. Поэтому руда обычно находится в горной местности. Думаю, вы поняли мою версию, согласно которой бурый уголь образовался в результате серьезной планетарной катастрофы, а наличие радиации и железной руды говорит о том, что катастрофа была рукотворная. Что же это была за катастрофа и какой реальный возраст бурого угля? Рукотворных катастроф в истории было 3. Война Атлантиды против гиперборейцев, внешний удар на рубеже 16-17 века, ядерная война голландских колоний в Африке и Австралии с США, Индией и Россией в первой половине XIX века. С определением даты нам поможет следующий текст. Первым опытом применения открытых работ в Подмосковье была разработка люторического угольного месторождения в 1940 году способом гидромеханизации. Мощная водяная струя размывала толщу надугольной породы, обнажая угольный пласт. Годовая проектная мощность гидроразреза составляла 250 тысяч тонн, а это 1000 тонн в сутки и 2 миллиона кубических метров с крыши. Однако применение такого вида разработки не дало положительных результатов. Пески и суглинки верхней части вскрышного массива размывались удовлетворительно. Осложняло вскрытие наличие пластов известняка и песчаника в породах. То есть над бурым углем образовался известняк и песчаник. Песчаник – не что иное, как спрессованный песок, а на это нужно время. Имеем следующие факторы. Серу в угле, куски руды, радиацию, толстый слой осадочных пород, а также известняк с песчаником. На мой взгляд, максимально подходит по всем факторам война Атлантиды с Гипербореей или война богов, описанная в Махабхарате. Подробно про эту войну смотрите по ссылкам в описании. Была она более 5000 лет назад. Война велась на бесчисленном количестве железных дронов. Их подбивали с той и с другой стороны. Если технику подбивали, то она могла взрываться и распадаться на множество металлических обломков. За 5000 лет обломки проржавели полностью и превратились как в скопление руды, так и в разрозненные куски руды. Также война велась с применением оружия массового поражения, предположительно ядерным. Отсюда и радиация. Согласно Ведам, эта война спровоцировала извержение вулканов. Отсюда и сера в угле или нефти. Также было мощное цунами, накрывшее сушу. Что мы в итоге имеем? Краткое резюме. Были торфяные болота. Началась война Атлантиды с Гипербореей. Железные дроны с той и с другой стороны массово сбивали. Их обломки засыпали тогдашние болота. Также металлические элементы могли быть от древних городов тех лет, а также обычной гражданской техники. Также в торф или породу во время боевых действий попала радиация. Начали извергаться вулканы, и торф был засыпан серой. Потом произошло мощное цунами и накрыло торф толстым слоем осадочных пород, а также данная местность осталась затоплена на долгое время и успел образоваться известняк. Известняк может быть как морского происхождения, так и озерного. То есть над торфом образовался водоем, просуществовал водоем длительное время, достаточное для образования слоя известняка, впоследствии мешавшему добыче прессованного торфа. Фрагмент далее – научная статья, в которой рассказывается, что в буром угле есть уран. Правда, откуда он там взялся, не объясняется. Формула геохимической специализации подмосковного угля отражает высокое содержание металла в пластах. Минеральная часть бурых углей содержит десятки элементов. Некоторые из них практически являются единственной сырьевой базой.
Формула геохимической специализации подмосковного угля отражает высокое содержание металлов в пластах. Далее будет озвучено число, отражающее максимальный Кларк концентрации элемента в угле и сам элемент. 2400 – уран, 11 – цинк, 9 – серебро, 6 – свинец, 4 – германий, 4 – селен, 3 – бериллий, 3 – необий, 2 – титан, 2 – олово, 2 – молибден, галлий. Количество галлия точно не установлено. Максимальный Кларк концентрации для подмосковного угля установлен для урана и равен 2400, что представляет интерес для промышленного использования некоторых месторождений угля. Высокое содержание урана в буром угле – вот, на мой взгляд, причина, по которой были накрыты глиной некоторые терриконы. Честно говоря, я немного озадачен этими данными. То, что искали альтернативщики много лет, оказалось, лежит на поверхности. Сведения из этой статьи подтверждают альтернативную версию истории, если задуматься над тем, откуда все эти редкие металлы оказались в угле. И причем эти элементы достаточно редкие – германий, необий. Давайте узнаем, где используются найденные в угле элементы. Германий используется в полупроводниковой промышленности для изготовления транзисторов и диодов. Германий высокой частоты применяется в детекторах гамма-излучения и рентгеновских лучей в ядерной физике, радиологии и астрофизике. Германий используется в инфракрасной оптике для изготовления линз, призм, оптических окон и датчиков. Далее еще интереснее. Необий используют в качестве легирующей добавки для нержавеющих сталей и цветных сплавов. Сплавы на основе необия применяют в аэрокосмической промышленности, производстве ветровых турбин и литейных форм. Сплавы необия с титаном и оловом приобретают свойства высокопрочных сверхпроводящих магнитов. Они используются в медицинском оборудовании для МРТ и в ускорителях частиц. А в угле, помимо ряда других элементов, как раз есть и титан, и олово, и необий. То есть те дроны, описанные в Махабхарате, в теории работали на сверхпроводящих магнитах. А вот для чего применяется галлий. Галлий используется для изготовления арсенида галлия и нитрида галлия, которые применяются в высокоскоростной электронике, светодиодах и солнечных панелях. Сплавы галлия используются вместо токсичной ртути в качестве жидких затворов вакуумных аппаратов и диффузионных растворов, а также в качестве смазок при соединении кварцевых, стеклянных и керамических деталей. Галлий и его сплавы применяют в системах охлаждения, особенно для высокопроизводительных процессоров и других электронных компонентов, чувствительных к перегреву. Бериллий. Атомная энергетика. Бериллий применяется в качестве замедлителя нейтронов в ядерных реакторах, а также как защитный материал в урановых стержнях. Авиационная и космическая промышленность. Бериллиевые сплавы обладают легкостью, прочностью и устойчивостью к высокой температуре, поэтому они применяются в конструкции летательных аппаратов и космических кораблей. Электроника. Бериллий используется в производстве полупроводниковых элементов и термоэлектрических модулей. Титан, как известно, крылатый металл, используется в авиации. Да, интересные, конечно, металлы находятся в угле, причем это не обычные металлы, которые применялись в условном средневековье – золото, серебро, медь, олово, а довольно редкие металлы, причем применяются они в сфере аэрокосмической, в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях. Вот так выглядит железная руда, которая была найдена в шлаке. Кто-то пишет, что это советские ржавые гайки, которые попали на конвейерную ленту. Но это же надо еще доказать. Хотите, исследую эту руду подробнее? Измерения радиации от руды дали вот такие результаты. Теперь посмотрите, сколько весит половина ведра. А теперь официальная информация про бурый уголь, про железную руду, кому интересно. Самое интересное, что в подмосковном бассейне официально находятся запасы как угля, так и руды. Давайте узнаем про бурый уголь. Подмосковный угольный бассейн. Буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.
Бурый уголь в подмосковном бассейне залегает на глубине 40-200 метров. У южной окраины бассейна угленосные отложения залегают на глубине 30-50 метров, закономерно погружаясь к северу и северо-востоку до 350 метров у Москвы. В Тульской области известны карьеры, в которых велась добыча открытым способом. Одни из этих карьеров известны сейчас как Воронцовы горы или Голубая вода. Угли подмосковного бассейна принято относить к низкосортному топливу с высоким содержанием серы. В этом угле содержится углерода 60-70%, золы 31%, серы общей 4,5%, серы сульфатной 0,2%, серы колчеданной 2,4%, серы органической 2,7%, влаги 33%. Впервые запасы угля открыты в 1722 году. Систематическая добыча ведется с 1855 года. Первая шахта открыта в районе села Малевка Богородицкого уезда Тульской губернии. Вот что известно про железную руду. Статья «Полезные ископаемые подмосковного бассейна». Железные руды. В Тульской области с XVIII века эксплуатировались железные руды, на которых работали железоделательные заводы. Полезная толща месторождений представлена лимонитовыми рудами, приуроченными к нижнекаменно-угольным, верхнеюрским и нижнемеловым отложениям, на эрозионной поверхности которых залегают в виде отдельных линз неправильной формы, мощность до 6,5 метров. В настоящее время принята гипотеза их метасоматического происхождения. Основные скопления этих руд сосредоточены к югу от Тулы в Тульском железорудном районе. Руды эксплуатировались до 70-х годов 20-го столетия. На балансе числится одно месторождение железных руд – Тульское, с запасами категории B плюс C1 – 20,4 миллиона тонн, за балансовыми – 10,4 миллиона тонн. Тульское месторождение расположено к югу от города Тулы, занимая полосу протяженностью около 60 километров и шириной 15-20 километров. Рудные тела представлены разобщенными пластообразными залежами бурых железняков сложной конфигурации в плане. Мощность залежи изменяется от доли метра до 3 метров, иногда до 7 метров, в среднем составляя 1,2 метра. Глубина залегания залежей колеблется от нескольких метров до 35 метров, обычно 10-20 метров. Основным рудным минералом является гидрогетит. В незначительном количестве встречаются сидериты. Среднее содержание железа в балансовых запасах колеблется от 42,6 до 47,3%, кремнезема от 14,5 до 22%. Руды без обогащения пригодны для использования в доменном производстве. Все рудные залежи месторождения могут быть отработаны открытым способом. Месторождение в настоящее время не разрабатывается. Интересно, что железные руды официально находятся несколько южнее, чем бурый уголь. А на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте варежку вверх, пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.